Здравствуйте, мои дорогие подписчики, зрители, всех я вас очень рад приветствовать. В этом видео я готовлю очень густую пасту, которую нужно перед каждым забросом своих снастей, именно крючков с насадкой либо наживкой, макнули сюда и только потом забрасывайте. Это нужно для того, чтобы именно ваша насадка, какая она бы ни была, либо наживка, попадая в воду и находясь там, привлекала внимание всей рыбы. На фоне любой вашей прикормки, любой вашей рыболовной каши, на фоне других рыбаков, чтобы вся рыба обращала внимание именно на насадку, либо на наживку. Проще говоря, именно на ваш крючок, на вашей снасти. Это простейшая густая паста, готовится из обычной муки. Муку можно взять абсолютно любую, неважно. Клевать будет с любой. Тут суть не в муке, а в том, чтобы ее правильно приготовить. И в этом видео мы ее приготовим правильно. Я не буду затягивать видео, как делают многие другие блогеры. Потому что все хотят как можно дольше растянуть видео, минут на 20, чтобы повтыкать туда как можно больше рекламы снизу. Я так делать не буду. В этом коротком видео буквально за 3 минуты мы все приготовим своими руками. Как я сказал, мука. 3 столовые ложки муки. Далее в муку постепенно я буду добавлять суперсильный аттрактант. Аттрактант называется краб в чесноке. Чесночный краб. Его добавляется буквально по чуть-чуть. Вот так добавил чуть-чуть и тщательно замешиваю. Замешиваю, пока не получится густая паста. Что это за аттрактант такой и можно ли его сделать своими руками? Конечно, можно его сделать своими руками, но это будет очень недешево делать его своими руками. Но опять-таки же вы скажите, если вы хотите, чтобы мы сделали аттрактант краб в чесноке своими руками, набирается 20 тысяч человеков под этим видео и готовим краб в чесноке своими руками. Но будьте готовы, что на его изготовление на 500 мл потребуется очень много денежных средств. Поэтому предлагаю сэкономить ваше время и деньги и купить уже готовый аттрактант, который я сделал. Аж 50 литров этого аттрактанта я приготовил. Его найти можно по ссылке, закрепленной в комментариях под данным видео. Проходите, смотрите, там очень много аттрактантов. Огромный ассортимент. Любой аттрактант под любую рыбу, под любые условия. А я продолжу готовить густую пасту. Вот так она готовится. Постепенно вливается в муку и размешивается. Вот она, та консистенция, которая нам и нужна. Густая паста. Вот эта вся вкуснятина будет налипать на любую наживку, на любую насадку и так далее. Это, другими словами, это дип. Это как все равно, что в борщ добавлять сметану. Так вкусней. Вот и насадка, даже червяка сюда вот макнуть вот так. Все, на него вот так налипает и не отстает. До самого дна падает насадка и на ней держится вот эта густая паста. Именно за счет нее рыба будет всегда стремиться клевать именно на ваш крючок. Смотрите, она вообще не растекается. Стоит густая, прям считаю, ложка в ней стоит. Не нужно покупать дорогущие дипы. Лучше дип сделать своими руками. Его можно положить в любую баночку. В любой баночке будет храниться очень долго. И без проблем туда перед забросом макаются крючки, забрасывается водоем и ловится прекрасно рыба. Вот так и готовится любой дип для рыбалки. Но обязательно нужно использовать муку и обязательно использовать качественный, только качественный аттрактант. Качественные аттрактанты нужно находить всегда только по ссылке, закрепленной в комментариях под данным видео. Только там настоящие аттрактанты.
качественные, рабочие, неразбавленные аттрактанты, густые, концентрированные. Аттрактанты, которые никто не разбавляет водой. Аттрактанты, которые сделаны из самого высококачественного сырья, и они всегда приманивают рыбу. Лучше не ищите. Самые лучшие уже по ссылке в описании в комментариях. Очень надеюсь, что информация по созданию этого дипа была вам полезна. Ну и, кстати, если вы все-таки желаете, мы приготовим своими руками аттрактант краб в чесноке. Вы знаете, что делать. И приготовим своими руками. Но, как я сказал, проще уже взять готовый. Но, кстати, не обязательно брать краб в чесноке, но я рекомендую использовать исключительно его, потому что он очень мощный. Если мы планируем ловить карпа, сазана, карася крупного и трофейного леща, то лучше брать именно такой. Но если мы, например, хотим просто половить уклейки, плотвички, сюда можно просто влить обычный сахарный сироп и чуть-чуть пару капель ванили. И просто вот так вот макать также в крючок. Но это будет простая такая вот дополнение к любой насадке на всякую мелочевку, типа такой плотвички, уклейки. Но лучше под крупняк, как я сказал, аттрактант.